Сегодня подробно остановимся на двух вариантах для входа в сделку. Первый — откат с подтверждением, а второй вариант — паттерн-треугольник. Это одни из самых лучших точек для входа. Несколько слов о формировании и ключевых признаках. Схему покажу для роста. Для тренда вниз принципы зеркально. Откат с подтверждением ищем на тренде. При боковом движении использовать его не советую. Второй признак — подход к уровню и пробой с силой. Здесь я не буду подробно останавливаться на теме силы. Кому интересно, посмотрите мой вебинар Price Action «Сила на подходе к уровню». Ссылка на него будет в описании к этому видео. Третий признак — слабость на откате к уровню. Про то, как определять слабость, снял ролик Price Action «Слабость на подходе к уровню». Ссылка на него тоже будет в описании. Да, важно понимать, что уровень — это не только недавно сформировавшийся как на схеме, но и сформированный несколькими тестами до пробоя. Тестов может быть и 2, и 3. Это может быть откат к историческому уровню прошлых дней, который сегодня еще не тестировался. Каждая точка входа должна давать возможность рассчитать сделку до входа. При откате до пробоя или после пробоя оцениваем соотношение потенциальной прибыли к риску. Инструкцию, как это делать шаг за шагом, дам буквально через пару секунд. Думаю, что к этим инструкциям вы еще не раз вернетесь. Поэтому, чтобы ролик не потерялся, пожалуйста, поставьте ему лайк. После отката выставляем лимитную заявку для входа. Зная уровень, заявку несложно рассчитать. После открытия сделки выставляем стоп-лосс. В некоторых терминалах стоп-лосс можно задавать заранее. Если у вас есть такая возможность, используйте ее. А теперь разберем короткую сделку на графике шаг за шагом. Первым делом определяем тренд и отмечаем уровень, на котором будем ждать паттерн. Сразу оговорюсь, что если отката не будет или он будет не таким, как нужно, в сделку не входим. Важно понимать, что откат на уровне нам никто не гарантировал. Здесь, как на охоте, вы приготовились, ждете, а добыча прошла мимо. Что в таком случае делать? Искать новое место для входа. Следующим шагом намечаем план сделки. Рассчитываем цену входа, стоп-лосса и первой цели. Это должны быть конкретные цифры, потому что когда откат формируется, будет мало времени и лучше быть готовым заранее. Далеко не всегда все идет по плану и уже в процессе частенько приходится вносить коррективы. Но коррективы легче вносить, чем считать все с нуля. На текущий момент все идет в рамках нашего плана, цена пробивает уровень, но открывать сделку рано, нужно дождаться точки входа. Все, точка входа сформирована. Выставляем лимитную заявку для входа в короткую сделку. Сделка открыта, выставлен стоп-лосс, после чего начинаем активно управлять сделкой, добиваясь в первую очередь минимизации риска. Кому интересно, как управлять сделкой, оставьте комментарий к видео и не забудьте указать свою почту. А я вышлю вам методичку с правилами управления сделкой. Переходим ко второму паттерну. Цена на тренде несколько раз тестирует уровень. Это важный момент, потому что указывает на то, что по ходу движения цены встретился большой продавец. Минимумы повышаются, значит действуют рыночные покупатели. Активность рыночных покупателей приводит к пробою уровня и цена устремляется вверх. Рассмотрим, как входить на фигуре треугольник. Прежде чем выставлять заявку для входа, нужно дождаться, чтобы цена не менее 2-3 раз протестировала уровень. Вместе с этим должно быть сформировано 2-3 повышающихся минимума. Для входа выставляем заявку Buy Stop выше уровня. Такой вход называется на пробой. Не забываем ограничивать риск стоп-заявкой. Его выставляем за сформированный треугольник. На этом с теорией закончили. А сейчас давайте попрактикуемся. Начнем с простых вопросов. Найдите на графике как можно больше точек входа, о которых говорил раньше. Готовы? Начали. Смотрите, цена пробила уровень и после отката продолжила движение вниз. Это второе место, где можно было открыть сделку на откате с подтверждением. Пример 2. Посмотрите и найдите на графике точки, где можно было бы открыть сделки. Цена сформировала уровень, пробила и откатилась к нему. Это обычный откат с подтверждением на тренде вверх. Пример 3. Найдите на графике, где бы вы открыли сделку, используя паттерн, о котором говорил. В данном случае цена сформировала классический треугольник с поджатием к горизонтальному уровню. На этом графике можно было найти еще один треугольник. Если вы увидели точку входа, о которой я не упомянул, напишите об этом в комментариях к видео. Пример 4. Уровень сложности повышается. Посмотрите и найдите на графике как можно больше точек для входа.
Цена пробила уровень и сформировала длительный откат, после чего движение вниз продолжилось. Как думаете, почему в этом месте нельзя было входить лонг? Или можно было? Напишите свои мысли в комментариях. Пример 5. Очень полезно искать точки входа на середине графика, потому что так мы вырабатываем навык видеть начало формирования паттерна на реальном графике. Согласитесь, сложно искать точку входа во время торговли, если не можем ее найти даже на картинке. Для того, чтобы найти эту точку входа, нужно было правильно отметить уровень и определить тренд. Пример 6. Он немного сложнее, чем предыдущий, потому что здесь построить графический уровень недостаточно. Но, впрочем, не буду забегать вперед и подсказывать. Тест есть тест. Кто обратил внимание на круглое число и отметил уровень с его учетом, легко нашел бы эту точку входа на откате. Пример 7. Небольшая подсказка. Прежде чем будете искать место для входа, мысленно нарисуйте уровни, и задача сразу упростится. В данном примере цена сформировала треугольник с небольшим поджатием к горизонтальному уровню, что привело к сильному импульсу вверх. Здесь можно было войти только на пробой уровня. Пример 8. Мы переходим на следующий уровень сложности, поэтому будьте особенно внимательны, посмотрите и найдите максимальное количество точек входа. Определили треугольник? Хорошо. Сказали вход на пробой? Верно, но это не все. Потому что второй вариант входа был на откате, так что в данном случае было два варианта входа. Но и это не все, потому что здесь еще есть одна точка входа на откате к уровню. Пример 9. Найдите на графике точки входа в сделку. Когда определяете точку входа, проговаривайте или записывайте уровень, на котором она сформирована. Говорите, как называется паттерн и какую сделку открываете, лонг или шорт. Чем конкретнее ответите, тем легче будет себя проверить, а значит быстрее выработаете навык. В этом примере для того, чтобы найти откат, вам нужно было правильно отметить уровень, а остальное уже было делом техники. Могло смутить только то, что свечи отката были не маленькие, но зато здесь ярко выраженный тренд. Мы на финише, пример 10. Пример непростой, потому что нужно вспомнить все, о чем говорил раньше, и использовать это. Для того, чтобы найти этот откат, нужно было помнить про уровни на круглом числе. 67 в данном случае круглое число, потому что шаг цены у нефти – центы. На уровне 66 сформировалось целых две точки входа на откате. Кто не вошел на первом откате, мог войти на втором. И напоследок, супер круглый уровень 65. Цена формирует на нем откат. Посмотрите, как после этого движения устремилась вниз. А сейчас, как и обещал в начале, расскажу о двух ключевых принципах, на которых основаны все прибыльные точки входа. Главная задача любой точки входа – дать возможность трейдеру найти на графике место, где вход в сделку с большей вероятностью приведет к прибыли, превышающей риск как минимум в 2 раза. Точки входа по Price Action делятся на два типа. Первый – мы ожидаем, что цена отскочит от ценового уровня, и в месте отскока будет минимальный риск. Классический вариант первого принципа – паттерн откат с подтверждением. И второй – когда пробой уровня приведет к усилению движения. В месте пробоя также будет минимальный риск. Типичная точка входа, построенная на втором принципе – треугольник. А теперь просуммируйте правильные ответы, потому что сейчас мы подведем итоги теста, и вы сможете определить, как разобрались в теме. Вы прошли тест, если нашли 14 или более точек входа.